Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой интересный ажурный жакет с рукавами-фонариком. В этом сезоне он будет модный и, в общем-то, не длинный такой укороченный вариант. Предлагаю вам. Будет у нас, как всегда, выбор пряжи, схема, выкройка, описание вязания, мои подробные объяснения. И, конечно же, мы будем с вами вязать образец. Итак, смотрите, все это я подготовила для вас в этом мастер-классе. Начинаем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого жакетика я выбрала пряжу Alize Baby Wool. Это пряжа турецкая. В составе ее 40% шерсти, 40% акрила, 20% бамбука. 50 грамм, 175 метров. Очень мягкая, нежная пряжа, хорошо скручена, хорошего качества, много разных цветов у этой пряжи, интересных, красивых, заманчивых. Вот так выглядит узорчик. Здесь у нас связано 2 раппорта в высоту, конечно, и 2 раппорта в ширину. На самом изделии вы прекрасно видите, что узорчик легкий, незамысловатый и, в общем-то, довольно привлекательный. Спицы я использовала 3,5. Ну и, в общем-то, давайте сейчас я вам покажу схемочку нашего узора, и мы с вами попробуем разобраться, как вязать этот красивый жакетик. Схема узора выглядит следующим образом. Очень легкий, простой узорчик. 10 петель у нас ширина узора и 14 рядов высота. Вяжем только лицевые ряды по схеме, а изнаночные вяжем изнаночными петельками, в том числе и накиды. Про условное обозначение, что я могла бы тут сказать? Пустая клеточка — это лицевая петля. Вот такой кружочек — это, как всегда, накид. Вот такая черточка с наклоном влево — это 2 вместе лицевой с наклоном влево, и в зеркальном отображении черточка с наклоном вправо — это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот такой треугольничек с 3 линиями вниз — это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Собственно, вот и все, что я могла бы сказать про схему. Так, далее. Значит, что касается выкройки. С выкройкой пришлось очень сильно повозиться, потому что все вот эти размеры пришлось ставить мне самой на основании других выкроек, других мерок по размерам, поскольку у автора никаких размеров не было, кроме вот этих вот сбоку, которые он тут ставит: длина, ширина и так далее. Я составила описание для 6 размеров, то есть первые вот эти вот 3 размера у нас идут. И, в общем-то, к ним подобрала размер плеча, вырез горловины, пройму, окат, ширина. У нас же рукав фонариком, значит, видите, какая необычная форма рукава. Она у нас будет более широкой, чем обычно, потому что здесь будут сборки, поэтому более широкая часть. Так, и что касается родного описания, это иностранный журнал. Вот так выглядит родное описание из иностранного журнала, девочки. Может быть, кто-то умеет пользоваться этим языком. Я вам показываю, как выглядит
Это описание. Вот так у нас спиночка выглядит у модельки. И вот такая вот, как я вам говорила, выкройка. Ну, схему я вам показала уже, укрупненный вариант показываю вам. Вот такая была выкройка, без всяких размеров. Только вот эти вот, видите, сбоку небольшие какие-то участки. Вот так выглядит спиночка у модельки. В общем, интересная довольно-таки модель. Пусть она немножко укороченная, широкая, высокая резинка у нас используется, да, но все равно модель очень интересная. Мне очень понравилось. Так, и второй листик я вам сейчас покажу. Есть еще вот такой листик. Кому нужно, пожалуйста, посмотрите. Может, вам что-то понадобится. Не знаю. Лично я здесь никакой информации не почерпнула отсюда. Я делала все с нуля. По картинке схему использовала, ну и частично выкройку пригодилась, да? Так, и про описание. Смотрите. Значит, размеры российские будут у нас 42, 44, 46, 48, 50, 52, да? Пряжу я вам уже рассказала. Приблизительный расход пряжи 450-550 грамм. Спицы используем 3,5. И еще круговые спицы для обвязки горловины номер 3. 9 пуговиц понадобится. Плотность вязания мы определяем в процессе вязания и описание вязания. Технология будет такая, что спинку и перед начинаем вязать вместе. И я объясняю это, почему мы так делаем, не вяжем отдельно. Ну, потому что у нас там технически сложно красиво расположить узор. Что не получается. Так, поэтому вот таким образом мы поступаем. Набираем вот это количество петель, резиночку вяжем 1 на 1, приблизительно 1 сантиметр в высоту. И далее распределяем узорчики. Почему такое количество петель? Пожалуйста, смотрите, после того, как мы свяжем образец, я в своих объяснениях объясняю, откуда берутся вот эти цифры. Так, далее у нас что идет? Далее, дойдя до проймы, да, мы будем вязать с вами спинку и полочки раздельно. Начинаем со спинки, выделяем средние петельки, вот это количество, которое здесь указываю, и начинаем вязать пройму с двух сторон. Так, и затем отдельно вяжется левая полочка, и в зеркальном отображении вяжется правая полочка. Рукавчики тоже необычные, как вы видели, фасончик у нас. Немного при сборе на они будут у нас рукавчики фонариком. Тут тоже я, в принципе, объясняю, как расположить узоры, как сформировать скос рукава. Тоже это я объясняю не только в описании, но и когда мы с вами свяжем образец. Там в моих объяснялках тоже я все это обязательно учитываю, рассказываю, как и что, как посчитать скос. Так, девочки, узорчик у нас ажурный, поэтому, когда вы будете какие-то убавочки делать, обязательно соблюдайте количество петель, следите за этим, да, чтобы у вас количество накидов и убавок совпало, чтобы не было таких вот нелепостей, да. Так, и, в общем-то, при сборке мы будем с вами делать обвязочку-планочку резиночкой 1 на 1, да. Вначале вяжем планочку, значит, по бортам полочек, а затем, судя по картиночке, выполняется обвязка горловины. Так, пришиваем пуговички и так далее. Не забываем, значит, что необходимо выполнить отверстие на планке под пуговички. Это все описание я выложу под видео. Узорчик совсем простой, совсем. И будем мы его с вами вязать в высоту 14 рядов. Первый раппорт я уже связала. И набираем мы с вами для вязания образца. Давайте свяжем 2 раппорта, как у меня. И нам понадобится 23 петли набрать. Одна петля еще идет справа для симметрии.
Вот это вот лицевая, видите? Так, и начинаем с вами с первого ряда. У нас с вами идет первая кромочная. Первая, как я говорила, будет для симметрии лицевая. Начинаем раппорт. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Связали. Вяжем второй раппорт прямо подряд. Да? Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Сразу же идет 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Накид. И опять 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Закончили второй раппорт. Кромочную вяжем изнаночной. Все ряды изнаночные мы вяжем изнаночными петлями, в том числе и накиды. Третий ряд у нас с вами. Вяжем. Первая петля для симметрии лицевая. Делаем с вами еще. Начинаем раппорт вязать. Первый идет в раппорте лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и 2 лицевые. Связали первый раппорт, вяжем второй раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые. Кромочная, изнаночная. Так, связали 2 раппорта. Третьего ряда, 4-й ряд, опять все изнаночные. 5-й ряд. Вяжем. Первая петля лицевая для симметрии. Вяжем раппорт. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали один раппорт, следом вяжем второй раппорт. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевые. Связали второй раппорт. 6-й ряд вяжем изнаночными петельками. Так, у нас с вами 7-й ряд вяжем. Первая петля лицевая для симметрии и вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я меняю первую и вторую петельки местами. У меня первая за работой, вторая перед работой. Вот так я их поменяла, провязала как 3 вместе лицевой. Делаем накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Это был первый раппорт. Вяжем второй раппорт. 1, 2, 3 лицевые. Накид. Снова 3 петли вместе. Лицевой с выделением центральной петли. Накид и снова 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. 9-й ряд. Первая петелька у нас лицевая для симметрии. Вяжем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Это был первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Начинаем снова. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид,
лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Вяжем 11 ряд. Первая лицевая для симметрии. Далее начинаем вязать раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Это был первый раппорт. Вяжем второй раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 13 ряд вяжем. Итак, у нас с вами то же самое. Первая петля лицевая для симметрии. Вяжем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и лицевая. И вяжем второй раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Связали 2 раппорта. Мы с вами связали высоту полностью раппорт с 1 по 14 ряд, да, 14 ряд вы сейчас свяжете еще все изнаночные. И сейчас после этого мы сделаем влажную тепловую обработочку нашего образца и измеряем его плотность. Наш маленький образец горячим паром обдаем его и растягиваем в разные стороны узорчик. Очень такой он волнистый, не хочет растягиваться. Давайте его вот так. Все равно волнистый. Край волнистый. Давайте оставим его сохнуть. Сейчас наша задача с вами измерить ширину образца. Линеечку берем и прикладываем. Так, ну тут 13 сантиметров, 12 с половиной, 13. Ну давайте сделаем 13. Значит так, мы набирали 23 петли, у нас участвовал в узоре, делим на 13 сантиметров. У нас получается 1,76, 1,77. Ну давайте все-таки напишем 1,75, да, округляем таким образом. В 1 сантиметре я пишу 1,75 петель. Так, сделали. Следующее, что мы с вами будем делать, измерять высоту узорчика. В нашем узорчике связано 2 раппорта в высоту. Это составляет 10,5 сантиметров, 11 сантиметров, 11. Все-таки 11. Итак, у меня, во всяком случае, здесь 2 раппорта в высоту. 2,36. Также запишем более точно. В 1 сантиметре 2,30. Давайте тоже 35. Все-таки так вот. Хотя бы какая-то округлая цифра. 2,35 ряда у нас умещается в 1 сантиметре. Теперь нам понадобится выкройка.
И по выкройке будем делать расчеты. С вами сейчас вот такая выкройка будет использоваться. Все, я ее тут делала. В общем, девочки, вяжем. Начинаем вязать спинку и полочки вместе. Так ложится узорчик, да, по-другому не получается. Значит, у нас будет использоваться на выкройке несколько размеров. Значит, первый размер это будет 42-44, ширина его будет 48 сантиметров. И считаем, смотрите, сколько петель набрать. Сразу начинаю. Так, 48 сантиметров спинка, умножаем, условно говоря, на 2, то есть еще полочка, да, 2 полочки, получаем 96 сантиметров в обхвате, да, и отнимаем планку 3 сантиметра, который привязываться будет позже. Получаем 93 сантиметра. Наша плотность по горизонтали 1,75, да, умножаем на 1,75 число, получаем 163 петли, девочки. Я это записала. Вот 163 петли. Так, далее следующее вычисление делаем. Значит, следующее на 46-48 у нас будет с вами использоваться ширина 53,5 сантиметров. Мы умножим 53,5 сантиметра, умножим на 2 и также отнимем 3. Получим 104 сантиметра. Так? И 104 сантиметра умножим на нашу плотность 1,75. Получим 182 петли. Девочки, берем 183 петли. Сейчас объясню почему. Нам нужно правильно и красиво расположить раппорты нашего узора. Так, и третья величина размерная у нас будет с вами 57 сантиметров. 57 сантиметров умножим на 2 и отнимем планку 3. Получим 111 сантиметров. Я тоже уже это записала. И это все умножим на 1,75 плотность. Получим узорчик 194. Но, девочки, у нас только 193 можно. Сейчас объясню почему. 193 я записала. Так, одна петля тут особой роли не играет. Итак, вот такой у нас расклад. И смотрите, нам надо, чтобы наш раппорт, который составляет 10 петель, раппорт, да, умещалось целое число раппортов. Вот смотрите, на первый размер, да, 163 петли делим на 10. 163 делим на 10. Это будет 16 целых раппортов плюс 3 петли. Объясню, что это за 3 петли. Одна петля у нас, помните, мы вязали узор для симметрии, который вяжется в самом начале перед раппортами, да, и 2 кромочные. Вот и все. Понятно, да? Следующее то же самое. 183 петли. Это будет 18 раппортов плюс 3 петли, 2 кромочные и 1 петля для симметрии. И то же самое, что касается 193 петли. Вы тоже уже поняли. Это будет 19 раппортов по 10 петель плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Все. Вот таким образом у нас с вами будет вязаться вот по этой выкройке. Планочка, как я уже сказала, 3 сантиметра. Да, мы ее потом набираем петельки и вяжем. Теперь, что касается размеров. Здесь я вот уже начала. То есть такая выкройка, девочки, не было никаких размеров. В общем-то, я взяла старую выкройку и все эти размеры поставила по другой выкройке. Да? Единственное, что у нас с вами здесь будет широкая такая вот это фонариком рукавчик, да, здесь будет у нас увеличение на 6 сантиметров. Я сделала его шире, чем обычно. Так, значит, высота проймы, вот здесь я тоже взяла по старой выкройке. Значит, на первый размер 19, второй 20, третий 23. Так, с этим понятно, да?
Общую высоту изделия вы, девочки, сами для себя измеряете. Здесь, конечно, стоят размеры. Вот смотрите, условно говоря, это 54, второй размер 57 и третий размер тоже 57 высота. То есть такой укороченный жакетик. Так что, если вас это устраивает, все-таки рост у нас у всех разный. Я буду составлять в свое описание именно так, как по этой выкройке указано. Да? Так, и резиночка у нас, приблизительно высота резиночки, я вот написала 11 сантиметров. Там именно так и есть, где-то 11-12 сантиметров. Теперь по низу рукавчика я тоже по старой выкройке поставила размер. Будет у нас 25 сантиметров. Вот здесь резиночка набираться. Также вяжется в 11 сантиметров в высоту резиночка. И далее идет узорчик. Узорчик. Давайте тоже по узорчику с вами распределим петельки. Значит, вот у меня получилось 25, если мы умножим на 1,75, у нас получится 43 петли. Да? 43 петли. Это очень хорошо. Это значит 4 раппорта плюс 3 петли, как нам с вами и нужно было для 1 петля для симметрии, 2 кромочные. С этого мы начинаем наш ажурный узор. Да? На резинку мы будем набирать с вами 42 петли. В последнем изнаночном ряду прибавим, и получится 43 петли, мы выйдем на узор. И начинаем вязать 4 раппорта узора. И будем на скос делать прибавки. Как посчитать скос? Смотрите. Значит, у меня здесь уже я вот попетельно посчитала. Значит, на первый размер самая широкая часть составит 42 сантиметра, на второй размер 46 и на третий 50 сантиметров. Вот здесь у нас самая широкая часть рукавчика. Да? Теперь, что касается высоты. Смотрите. То есть у нас мы выходим на окат вот таким образом. Значит, если учесть, что вот эта величина до оката составляет 44 сантиметра по выкройке, резинка из них составляет 11. Сейчас я вам скажу, сколько это будет. Да? 44 отнять 11 высота. Получим 33 сантиметра до оката. Но, смотрите, обратите внимание, скос идет не на полную, да, а как бы вот он тут доходит и потом прямо вяжется, уже скос не делается. Да? То есть если у нас 33, то, условно говоря, 5 сантиметров в высоту мы не будем с вами уже делать скос. Да? И давайте из 33 отнимем высоту 5, то есть скос будем формировать на высоту 28 сантиметров. Теперь 28 сантиметров умножим на нашу плотность по вертикали. 28 умножить на 2, 35. Получим в рядах, девочки, измеряем. Это 66 рядов. Я пишу, это 66 рядов. Зачем в рядах? Объясню. Чтобы после стирки изделие не вытянулось. То же самое вы делаете и с вертикальной плотностью на спинке попереду, да, обязательно не в сантиметрах меряем, а переводим все это в ряды. И также вяжем узор. Смотрите, 66 рядов. И сейчас нам необходимо с вами определить, сколько петель мы будем с вами прибавлять всего. Значит, для нашего первого размера 74 получается петли, а по низу 43. Надо, чтобы было везде нечетное, поэтому я пишу здесь 73. Здесь пишу 79, уменьшаю, и здесь пишу 87. Так, петель. 73 отнять 43, это будет 30, да? Давайте так сделаем. 73 отнять 43, это будет 30, и поделим на 2, это будет 15. По 15 петель будем прибавлять справа и слева на высоту 66 рядов. Давайте 66 поделим на 15 и понимаем мы, что это будет у нас вот таким образом вязаться. Смотрите, будем прибавки делать в каждом 4-м ряду и чередовать в каждом 5-м. Да? То есть в каждом 4-м и чередуем в каждом 5-м.
справа и слева симметрично по одной петле. Это вот аналогичным образом вы поступаете с другими размерами. То есть 79 отнять 43 петли по низу. Это 36 делим на 2. Это значит по 18 петель у нас будет на второй размер. И также 66 делите на 18. 66 рядов делим на 18 петель. Это будет то же самое. В каждом третьем ряду чередуем в каждом четвертом ряду. Да? И так далее. Скос объяснила. Теперь, что касается пройма, вырез горловины, как это попетельно рассчитать. Девочки, то же самое. Смотрите. Значит, половинчатый размер. Значит, если у нас на первый размер вырез горловины составляет 10,5 умножить на 2, 21 сантиметр, и умножаем на плотность 1,75, то в петельном эквиваленте это будет 37 петель. Это такая черновая пока цифра, более точная будет потом, когда я все просуммирую в расчетах. Аналогичным образом считаем на другие размеры. Да? Плечо, смотрите, по выкройке это 8,5 сантиметров. Также умножаем на 1,75 плотность. Это будет приблизительно 15 петелек. Вот. И пройма, глубина ее составляет 5 сантиметров обычно. И мы с вами эти 5 сантиметров также умножаем на 1,75 плотность. Но, как видите, это 9 петель. Округляем в большую сторону. 9 петелек. Так. И это все пока черновые варианты. Мы можем уже затем я сейчас это все под камерой сказать не смогу вам все это так прям сложить в единую картинку. Я посижу, сформирую описание и выложу его под видео, как обычно, да. А сейчас я вам вот такие вот грубые расклады рассказала, да, как я это делаю, чтобы вам было понятно. Если вы что-то захотите откорректировать, да, обязательно, девочки, воспользуйтесь вот этими моими объяснениями, собственно. Ну а кому сложно, воспользуйтесь готовым описанием, но все-таки высоту регулируйте, обязательно высоту регулируйте по вашему росту. Я желаю вам удачи, мои хорошие, и до новых встреч!